Приложение есть. Уважаемые коллеги, сегодня вот что мы будем делать. Я вам покажу свой вебинар, да, точнее, я вам покажу, как я провожу встречи в сети с новичками, да. Я попробую сегодня сделать нарезочку, да, сегодня ночью, значит, если получится, сделаю нарезочку и размещу у нас на наших каналах, да. Значит, если вам это понравится, если у нас это вообще получится, то вы можете, значит, это тоже отправлять новичкам, да? Так, здесь мы сделаем тогда вот так. Есть. Так, так. Сегодня очень слабый интернет. Я пока еще не понимаю, почему это так получается у нас, но тем не менее. Так, есть. Так, Хельмут, теперь должен быть виден экран, по идее. Да, экран пошел. Все, Влад, все видно. Все видно. Так, Beschreibung für die andere deaktivieren. Так, и нам нужна запись. Recording in progress. Итак, уважаемые коллеги, сегодня мы поговорим о нашей игре, о нашем приложении Legends of Interaction. Для начала я объясню, что это за приложение. Значит, это приложение, которое, значит, игрок может бесплатно закачать себе на смартфон. Значит, после того, как игрок закачал это приложение, у него появляется возможность открыть приложение, и через камеру этого приложения игрок сможет находить объекты на игровой карте и направляться к этим объектам. Он может обнаруживать эти объекты, забирать эти объекты и в дальнейшем эти объекты использовать. Это значит, что игроки будут перемещаться со смартфонами в реальном мире и взаимодействовать с игровой вселенной через камеру устройства. Значит, на самом деле это очень просто. Перед тобой наша геолокационная игра нового поколения, где город превращается в интерактивное поле возможностей. С помощью смартфона вы сканируете окружающее пространство и находите цифровые активы. Это могут быть ресурсы, это могут быть NFT, это могут быть артефакты и бонусы, которые имеют реальную ценность. Игрок здесь он не просто наблюдатель, а участник всей бизнес-экономики. Игрок создает предметы, добывает ресурсы, размещает майнинговые точки, и такое возможно. И зарабатывает внутреннюю монету, которая называется хептокоин. Контролируя территории и стратегически развивая свое присутствие. Это очень важно. Каждое действие усиливает твой инвентарь, то есть ты собираешь объекты, ты их можешь обменивать, ты выполняешь различные челленджи, участвуешь в различных соревнованиях. Чем активнее ты в метавселенной, тем выше твоя ценность в системе. То есть люди, наверное, молодые поймут, вы прокачиваете свой аватар. Теперь вопрос, как стать игроком? Все очень просто. Уважаемые коллеги, просто нужно бесплатно скачать приложение. На сегодняшний день, до 20 августа, это приложение можно получить у кого-то из лидеров, которые обладают возможностью отправить вам это приложение и также отправить вам специальный код активации. С 20 августа возможно будет это приложение закачать через App Store, либо через Google Play, да, все здесь понятно. Теперь я вам покажу, как это выглядит на самом деле. Значит, мы сейчас с вами попробуем увидеть, как это все выглядит через камеру смартфона. Так, уважаемые коллеги, теперь я попробую продемонстрировать свой экран. Экран вы видите. Как вы видите, здесь
Снизу, справа, наше приложение называется Legends of Interaction. Значит, вот я его, значит, на него нажимаю, да. Значит, как только я это приложение открываю, значит, я сканирую территорию. Сейчас я буду сканировать. Для этого мне нужно нажать на скан. Вы видите красная кнопочка «Скан». Мой скан на 25 метров. Существуют сканеры на 50 метров. Я сканирую эту территорию. Сейчас территория у меня сканируется. Пока ничего не нашел. Сканируем повторно. И начинают появляться объекты. Вы видите все объекты, которые находятся недалеко от меня, на различном расстоянии. Вы видите, есть объекты 9 метров от меня, есть объекты 20 метров, значит 1 метр. У меня есть возможность справа задействовать кнопочку Gate It, то есть забрать, да, либо снизу, если я нажму кнопочку, я вижу все объекты. Для начала мы с вами нажмем на справа, да, к какому-нибудь объекту мы попробуем с вами подобраться. И теперь посмотрите внимательно. Вот я вижу весь мир, это мой рабочий кабинет. Вы видите, надо мной в дополненной реальности летает дрон. Он защищает какой-то объект. Давайте мы с вами посмотрим. Мы сделаем такой ракурс по комнате. Да. Значит, это мой рабочий кабинет, и я уже вижу, так, дрон за нами тоже наблюдает, я уже вижу объект. Обычно, чтобы найти объект, нужно вот по полу пройтись, и вы видите, да, значит, вот он мне показывает, где находится мой объект. Этот объект, это простой объект, не несущий в себе никакую рекламу. У нас есть объекты, которые несут в себе рекламу, у нас есть объекты, которые рекламу не несут. Дальше мы сканируем с вами еще раз территорию, и потом я задействую клавишу подойти ко всем объектам. Да? Вот теперь я нижнюю, нажимаю нижнюю клавишу, значит, и мы видим, видите, как много этих линий. Вот они объекты, которые в режиме дополненной реальности находятся недалеко от меня, на различном расстоянии. Здесь вы увидите расстояние 6 метров до одного объекта, значит 20 метров до следующего объекта, значит 10 метров, 4 метра. Да, абсолютно все видно, и таким образом вы можете собирать все эти объекты. Все объекты, они у вас появляются в вашем, то есть все ресурсы, которые вы собрали, они появляются у вас в инвентаре. Если вы нажмете инвентарь, вы увидите все ресурсы, которые вы собрали, и из которых вы сможете далее изготовить игровой предмет, объект NFT, и вы можете этот объект продать на внутреннем рынке. Да? Значит, следующее. Вы видите монета. Значит, нажимаю на монеты. Здесь у меня, значит, пока что только хептокоины. Это внутриигровая главная монета. Значит, таким образом, еще раз повторюсь, значит, любой игрок может взаимодействовать с метавселенной. Так, теперь мы с вами отсюда уйдем. Так, есть. Мы с вами опять сделаем демонстрацию экрана. Так, секундочку. Есть. Расположим здесь. И сделаем демонстрацию экрана. Секундочку, уважаемые коллеги. Так. Так, есть. Теперь мы видим наш экран. Отлично. То есть вы посмотрели сейчас на игру глазами игрока. Обычно я это показываю на встрече с теми людьми, которые интересуются. Еще раз повторюсь, чтобы стать игроком, то есть пользоваться нашей метавселенной, нужно бесплатно скачать приложение, пожалуйста, да. Значит, возможность зарабатывать есть. Хоть вы и бесплатно скачали это приложение, но у вас есть возможность зарабатывать, да.
Чем больше вы путешествуете, чем больше вы на свежем воздухе, чем больше объектов вы находите, тем больше ресурсов вы собираете. Из этих ресурсов у вас есть возможность сделать специальные игровые объекты, принимать участие в различных челленджах, соревнованиях. Значит, вы можете все, что вы собрали, обменять с другим игроком. Значит, пожалуйста, все в ваших руках. И еще раз повторюсь, это очень важно, что существуют объекты, которые несут в себе рекламу, существуют объекты, которые не несут в себе рекламу. Вы будете видеть и находить и чертежи, и NFT, и артефакты. Будут различные сценарии, да, то есть там будет людям интересно. Кто-то будет играть, кто-то будет использовать приложение для того, чтобы в игре что-то заработать. То есть это уже зависит от человека. Но мы с вами пойдем дальше. Значит, следующая категория участников нашего процесса в нашей вселенной, мы ее называем мастер игры. Да? И тут уже человек не только играет, но человек может ухаживать. Он может ухаживать за территориями. Теперь, значит, что значит мастер игры? Теперь вы не играете, вы создаете экосистему, которая приносит прибыль. Как это работает? Вы можете покупать участки земли в игре на реальной карте. Это ваш ключ к миру, где вы можете зарабатывать. Вот посмотрите, насколько интересно это все продумано. Значит, как только вы регистрируетесь на специальном сайте, я сейчас покажу этот сайт, да, мы называем его сайт мастеров игры, у вас есть возможность на маркетплейсе приобрести себе абсолютно недорого, да, будет очень много предложений от маркетмейкеров, будет очень много монет, за которые вы можете приобрести землю, и цены будут от 1 евро, поверьте мне, и до 1000 евро, то есть чем это хорошо для вас, вы можете проверить на малых деньгах, как работает эта система, да. Я уверен, что 2, 3, 4 евро хватит, чтобы купить там одну территорию, разместить на ней объект, да, чтобы уже кто-то в качестве игрока взаимодействовал с вашими объектами, а вам уже приходила некая прибыль. В игре существует зависимость потенциала дохода от количества и качества участков земли во владении. Что это значит? Чем больше у вас земли куплено, соответственно, тем больше прибыль. И чем качественна ваша земля, что значит качественна ваша земля, ваша территория, она посещаема. Это и называется качеством. То есть вы, как мастер игры, получаете право размещать игровые объекты на своих территориях. Да? Даже если вы купили одну землю, да, один орб, у вас появляется право размещать свои объекты на этих территориях. Вы хотите, чтобы игроки охотились за ресурсами именно у вас? Да, конечно, это возможно. Значит, вы получаете процент с каждого взаимодействия, проходящего через вашу территорию. То есть вы видели, я показывал вам, да, значит, игрок, когда он собирает ресурсы с объектов, у него в кошелечек приходят ресурсы. Также и вам приходят ресурсы, когда игрок взаимодействует с вашим объектом. Чем больше активность на ваших территориях, тем выше ваш доход. Вы контролируете рынок ресурсов и рынок крафтинга. Что такое крафтинг? Это изготовление игровых предметов, игровых объектов, да, вы сами своими руками на основе чертежа можете это сделать. Где вы возьмете чертеж? Значит, секундочку. Чертеж вы можете либо найти, либо купить у того, кто этот чертеж нашел. Да? То есть на маркетплейсе вы найдете все. Наши маркетмейкеры обладают большим количеством различных ресурсов. Значит, продажа ресурсов и прочего, все в ваших руках. Вы не игрок, вы мастер игры, вы хозяин цифрового будущего. То есть вы ухаживаете за своей территорией, вы делаете так, чтобы ее посещали. И, конечно, значит, ваша работа заключается не только внутри нашего цифрового мира, но и снаружи. То есть, если вы хотите, чтобы ваши территории посещались, да, необходимо делать какие-то рекламные акции, да, общаться с людьми, я не знаю, какие-то флайеры, может быть, изготовить. То есть это уже в ваших руках,
и вы уже отвечаете полностью за вашу территорию. Еще раз повторюсь, чем выше посещаемость, тем выше прибыль. Значит, как стать мастером игры, я уже говорил, бесплатно, еще раз, бесплатно зарегистрироваться на сайте мастеров игры. Где взять ссылочку? У знакомого маркетмейкера, значит, у знакомого мастера игры, значит, всегда вы найдете после рекламной акции, которую будет делать компания, всегда вы найдете, и, значит, если даже вы просто зарегистрируетесь, вот как бы вы зашли на сайт мастеров игры, просто зарегистрировались, даже без ссылки, да, то вы будете прикреплены к тому человеку, который живет недалеко от вас, значит, чтобы получать необходимую информацию. Итак, вы мастер игры. У вас есть цифровая земля, которой вы владеете. Это ваша территория, это ваш актив, это ваша точка влияния. Вы размещаете игровые объекты, вы размещаете ресурсы, вы можете делать свои квесты и челленджи, вы можете размещать редкие предметы. И чем круче ваша механика, тем больше и выше вовлеченность игроков. Да? Я уже несколько раз говорил, что мы очень похожи на TikTok. Да? То есть чем больше вы делаете, тем больше вы привлекаете к себе внимание. И теперь очень интересно, я коснусь теперь рекламы, да. Например, представьте себе, что кто-то, какой-то региональный бизнес в вашем городе, да, он хочет сделать рекламу. Вы можете сделать ему предложение о размещении рекламы в нашем приложении в виде дополненной реальности. То есть, вот я вам показывал, как я навожу смартфоном на объект, и вы, как мастер игры, можете разместить рекламу этого предпринимателя на специальном объекте. У вас будет 62 знака, у вас будет JPG формат, и вы можете, ну, например, там отрекламировать заправочную станцию, ремонтную мастерскую, услуги массажиста. То есть вы это можете делать, и вы имеете право брать за это оплату. Также будет реклама со стороны компании, да. И если вы выполнили специальные условия, то компания, то после размещения рекламы уже не вами, а компанией, вы можете получать некий процент от рекламы, которая размещена на вашей территории, на ваших землях, на тех землях, которые вы себе приобрели. Я еще раз скажу, что вы можете делать это безопасно и постепенно, да, то есть, ну, представьте себе, вы проинвестировали там 3-4 евро, купили себе 2 участка и 2 объекта разместили, вы взаимодействуете с ними как мастер игры, еще как как игрок вы можете взаимодействовать, то есть, пожалуйста, да, если вы видите, что, ага, какая-то прибыль вам приходит, вы можете увеличить свое количество земель, то есть, на мой взгляд, значит, это очень-очень удобно, безопасно и постепенно, да. Ну, какой бизнес? Это могут быть магазины, рестораны, бренды. Они готовы заплатить за рекламу внутри системы. То есть любой бизнес, мелкий, большой, средний, его интересует реклама. Это до сих пор актуальная тема. Ну и, конечно, игроки охотятся за объектами, а вы контролируете процесс, да. Игрок, просмотрев эту рекламу, он же получает себе некий ресурс, да. Рекламодателю это хорошо, у него есть отметка по блокчейну, что эту рекламу увидели, да, там, значит, идут соприкасания с каким-то игроком, то есть с участником экосистемы, да. Значит, для вас это тоже хорошо. Каждое взаимодействие, вы знаете, игрока с вашими объектами, оно приносит вам прибыль. Вы получаете деньги, пассивный доход. Да, конечно, это возможно, но вам нужно управлять процессом, вам нужно знать, как это все работает. Теперь я хочу вам показать этот сайт мастеров игры. Значит, я его приготовил, мы с вами его посмотрим. Называется этот сайт LOI, Legends of Interaction, Master.com. На этом сайте у вас территории
то, что вы покупаете, в каких городах вы покупаете, значит, все это видно. И, например, как я вам говорил, да, вот давайте сделаем так. Вот здесь находится, это город Караганда, здесь находится ДК «Молодежный», в котором я проработал несколько лет. Значит, пожалуйста, в ДК «Молодежный» приезжает какой-то артист, да, вы говорите с руководством ДК «Молодежный» и размещаете рекламу в тех районах, где, значит, пожелает руководство. Например, где-то на какой-то улице, либо где-то в какой-то школе, если это там, ну, скажем, там выбрали какую-то школу, либо какую-то улицу, да, вот, Мираж, там, магазин Мираж, хорошо посещаемый. Вы покупаете здесь территорию, вот на ваших глазах я покупаю здесь территорию, это длится секунды. Все, территорию я купил. На этой территории за секунды я размещаю объект. Да? Если мы говорим о рекламе, то есть объекты, несущие рекламу, вот они у меня. Но, значит, в качестве примера я просто расположу здесь объект, который не будет нести все рекламу, то есть, чтобы не тратиться сейчас, да. Значит, я размещаю здесь этот объект, и человек, у которого есть приложение, он увидит этот объект. И если это рекламный объект, значит, пишите там концерт того-то, того-то, да, значит, такого-то, такого-то числа. Это возможно. Либо там кто-то делает массаж, либо какая-то мастерская. То есть это в ваших руках. И в ваших руках вся ценовая политика. То есть один объект дает возможность взаимодействовать с ним 5000 раз. То есть 5000 человек могут увидеть вашу рекламу. Либо один человек может увидеть вашу рекламу 5000 раз, да, значит, что маловероятно. Значит, либо 10 человек по 500 раз. То есть здесь очень, понимаете, очень сложно об этом сказать, да. Но, тем не менее, еще раз повторюсь, что в блокчейне идет подтверждение, да, что вот если вы видите, внимательно взгляните, да, 5000 взаимодействий, interaction 5000, да. То есть, как только пройдет какое-то взаимодействие с этим объектом, то будет уже 4999, да, понимаете? То есть, это подтверждение по блокчейну, что взаимодействие с рекламным объектом произошло. То есть, еще раз повторюсь, вы можете зарабатывать на той рекламе, которую размещает компания на ваших землях, и получать какой-то процент. Вы можете сами размещать рекламу и можете делать эту рекламу по всему миру. То есть это абсолютно возможно. В нашем приложении это возможно. Это то, что касается вкратце, абсолютно вкратце темы, значит, мастера игры. Ну а мы с вами пойдем дальше. Следующий участник процесса, да, и нашей метавселенной — это маркетмейкер. Это как раз тот человек, который создает. Что значит создает? Он фармит и майнит специальные ресурсы для мастеров игры. Да, вот я вам говорил, что на маркетплейсе можно будет купить различные объекты, все, что вы хотите, все монеты. Вы можете купить даже монеты, которые, значит, в виде акций у нас, да. Все можно там купить. Значит, и вот создает вот эти все ресурсы маркетмейкер. Создает он специально для мастеров игры. И маркетмейкер продает ресурсы на маркетплейсе, получает доход абсолютно на всех уровнях взаимодействия всех участников игрового процесса. Я всегда говорю, что маркетмейкер — это инвестор. Да? Он может быть малым инвестором, средним, большим инвестором, в зависимости от суммы. И сейчас мы уже говорим о стартовом капитале. Да? Маркетмейкер — это тот человек, где есть стартовый капитал. Если игрок может все делать бесплатно и зарабатывать, мастер игры может постепенно увеличивать, значит, покупать по одной земле, по две, по три, значит, это уже ваше дело, да, и постепенно увеличивать свой актив.
то маркетмейкер это тот человек, который приходит, и для него это уже не игра, для него это бизнес. Он реализует все свои собственные бизнес-стратегии в инфраструктуре игры за ее пределами. Конечно, любому маркетмейкеру выгодно продавать свои продукты, свои монеты, свои ресурсы, свои объекты. И чем больше у маркетмейкера будет мастеров игры, тем большую прибыль он будет получать. Именно поэтому я говорю, что бизнес-стратегии, они не только в инфраструктуре игры, они еще и за ее пределами. Да? Значит, маркетмейкером возможно стать только по пригласительной ссылке действующего маркетмейкера, да. То есть вам нужно будет найти действующего маркетмейкера, попросить у него ссылку и зарегистрироваться на сайте, который я дальше вам покажу. И да, конечно, здесь уже необходим стартовый капитал примерно, я сейчас говорю примерно, там много возможностей, но примерно от 450 евро, да. И в будущем возможность стать маркетмейкером будет ограничена, и со временем она полностью исчезнет. То есть, как только будет обозначен уже необходимый состав маркетмейкеров, да, то есть они уже смогут достаточным ресурсом снабдить рынок вселенной, да, нашей экосистемы, то, конечно, эта возможность, она исчезнет. Поэтому я всегда говорю, что постарайтесь быстрее занять вот свое местечко. Теперь сайт, где можно будет по ссылке, полученной от маркетмейкера, вам зарегистрироваться. И я говорю о сайте, который называется Olympia Lab. Это творческая лаборатория, цифровая лаборатория. Значит, вот эти объекты, цифровые объекты, которые вы можете приобрести, которые будут помогать вам фармить необходимые ресурсы, а также майнить ресурсы, и такая возможность уже подключена. Три возможности у нас, значит, три различных цифровых объекта, которые дают вам фарминг, то есть практически каждый из этих цифровых объектов, он фармит вам монеты для создания, да, ресурсов метавселенной практически там около 7 лет. Можете себе представить, насколько долгий этот проект и как долго можно в нем работать. Значит, вот они цифровые объекты. Первый называется 7-пин Pro, второй называется 9-пин токен и 7-пин токен. Для чего вам нужна ссылка от маркетмейкера? Для того, чтобы он вам объяснил. Потому что, зарегистрировавшись здесь на сайте Olympia Lab, вам необходимо сделать свой внешний кошелек, с которым вы будете оперировать, вы будете выводить через него прибыль. Значит, прибыль вы сможете выводить пока в трех монетах, это биткоин, Ethereum и USDT, пока в трех монетах, дальше будут монеты увеличиваться. Значит, но краткое объяснение вам будет необходимо. Именно поэтому, значит, вы должны взаимодействовать с маркетмейкером, и тот, в свою очередь, все это вам объяснит. Далее. Немножечко подытожим, мы с вами посмотрели три категории участников игрового процесса, то есть тех людей, которые заняты в нашей экосистеме. Это игроки, которые получают удовольствие, покупают, продают и используют ресурсы игры, взаимодействуют с игровой вселенной, переживают свой уникальный опыт. Я еще раз повторюсь, будут игроки, которые, ну, реально будут, просто им будет интересно собрать эти дроны, да, эти сканеры, им интересно будет весь игровой процесс, им будет интересно добиваться каких-то результатов, да, в этой игре, повышать статус свой, прокачивать свой аватар. Далее, мастера игры, которые развивают игровую вселенную, наполняют ее различными объектами, еще раз повторюсь, начинают они с пару евро, да, если у них есть желание. Более того, сейчас у нас, если вы регистрируетесь сейчас на сайте мастеров игры, есть возможность, чтобы вы получали ежедневно по 100 монет. То есть они, вот эти 100 монет, да, ежедневно
режиме приходят, это монеты для аренды земли, не для покупки, а для аренды. Вы можете территории арендовать, располагать на них объекты, причем вот сразу вам скажу, объекты, да, их стоимость примерно от 25 центов до там 1 евро. То есть это еще раз повторяет и доказывает мои слова, что начинать можно с малого, смотреть, как это работает, и дальше, по мере того, какую прибыль вы получаете, увеличивать свои активы, значит, в нашем пространстве. Эм, Они не только развивают мастера игры нашу вселенную, они получают за это специальные ресурсы, они получают доход от продажи ресурсов, и также они реализуют свои маркетинговые стратегии в инфраструктуре игры за ее пределами. Ну и, конечно, венец, скажем так, главные персоны в нашей экосистеме — это маркетмейкеры. Значит, они создают, вот еще раз повторюсь, они создают на основе майнинга и фарминга специальные ресурсы для мастеров игры. Вот именно у них мастера игры на маркетплейсе покупают все эти объекты и монеты для покупки земли. Значит, они продают ресурсы на маркетплейсе, получают доход на всех уровнях взаимодействия, всех участников игры, начиная от игроков, от мастера игры, значит, и даже от маркетмейкеров, которые входят в систему по их ссылке. Значит, реализуют собственные бизнес-стратегии, как я уже сказал, в инфраструктуре игры и за ее пределами. Значит, главные факторы, главные элементы нашей экосистемы — это, конечно же, приложение, бесплатное приложение Legends of Interaction. Это, конечно же, Marketplace Ontology, это Territorix, это реклама, о которой мы говорили. И в будущем будет запущен еще один проект, который называется Interatom, и это наш маркетплейс услуг. Не только маркетплейс, у нас есть монет активов, да, у нас будет еще и маркетплейс услуг. Я сегодня уже заикнулся, что наша экосистема очень напоминает экосистему ТикТока, да, то есть сам принцип здесь одинаков. То есть у ТикТока вы бесплатно скачиваете приложение, выполняете условия, монетизируетесь и можете делать из этого бизнес. Вот эти 4 важных шага. Те, кто занимается ТикТоком, понимают, о чем я говорю. То же самое Legends of Interaction. Бесплатно скачали, выполнили условия. Какие у нас условия? Вы собираете собираете ресурсы, из этих ресурсов складываете объекты и монетизируете их, да, то есть продаете. И если у вас это получается, значит, вы делаете на этом бизнес, да, вы увеличиваете, то есть вы шагаете по своей лестнице служебной, давайте ее так назовем, все выше, выше и выше. То есть это очень-очень напоминает TikTok, потому что я и в ТикТок, ну, как бы развиваю себя, я развиваю себя в Legends of Interaction, и я могу это сказать. Ну вот смотрите, если в ТикТоке из 100 тысяч только один зарабатывает, там за год заработает 1000 евро, то у нас из 50 человек один в год заработает, да. То есть это включает в себя и продвижение, это включает в себя и работу в обслуживание территорий игровых, и это включает в себя, конечно, значит, продвижение нашей системы, да, то есть вы видите, насколько это удачно. Теперь, значит, вы можете, как я уже говорил, пожалуйста, от 450 евро вы можете уже стать маркетмейкером. А здесь идеальный стартовый пакет для новичка. Значит, он не только затрагивает нашу экосистему, то, что касается Legends of Interaction, то, что касается игры, но и он затрагивает еще и будущее, то есть как раз тот элемент, о котором я говорил, это marketplace услуг.
Значит, и если к нам приходит новичок со стартовым капиталом, скажем, от 1450 евро, он может быть задействован на всех участочках, да, на всех, скажем так, интересных, использовать все наши возможности, которые у нас есть. Что это дает? Это дает получение ежедневного дохода, сюда включается и пассив, и актив. Это дает, вот очень важно, да, высокодоходную активность. Это такая, я ее назвал, умная альтернатива найму, да, это то, что я делаю. Вы видели мой офис, да, значит, я работаю в домашнем офисе, да, мне приходится, конечно, много выезжать, много общаться с моими партнерами, но тем не менее, если вы только начинаете бизнес, вам достаточно там компьютера, вам достаточно смартфона, значит, и можете начинать в роли игрока вообще без всяких инвестиций, в роли мастера игры с минимальными, пару евро, я вам уже говорил, да. Ну и, конечно, если вы хотите, если вы приобретаете какой-то там стартовый пакет, я уже говорил, от 450 евро и хоть до 10 тысяч, да, значит, чем больше у вас стартовый пакет, тем больше ресурсов вы будете получать и, соответственно, больше будете продавать на маркетплейсе. Вот, уважаемые коллеги, короткий рассказ о нашей игре, о нашем приложении Legends of Interaction. И, как вы видите, 36 минут это заняло, да, но я вам скажу, что у меня это занимает 20 минут, да, то есть я немножечко сжатие это рассказываю. Значит, из этого я сделаю сегодня ночью я постараюсь сделать видео. Значит, сегодня у меня, э, я думаю, ребята не забыли, сразу после вебинара у меня Валдас, потом идет Марина и потом идет Андрей. Да, то есть, значит, будем работать. Итак, коллеги, ну что ж, я в принципе все рассказал. У вас будет сейчас возможность, значит, задать вопросы. Вы можете задать любые вопросы, но еще раз скажу, это презентация, да, я думаю, в 20 минут она войдет. Я думаю, это не такая большая, но задеты все вопросы, значит, все важные элементы. Задавайте вопросы, если кому-то что-то непонятно, и если вдруг у кого-то есть пополнение на тему, значит, вот презентации для новичков. Я вообще считаю, что нам надо заниматься серьезно новичками. Что-то все немножечко забыли об этом. Так, как можно будет использовать собранные объекты? В чем интерес? Смотрите, собранные объекты, они у вас во внутреннем кошельке. Значит, чтобы вам реализовать эти ресурсы, мы их называем ресурсы, да, в вашем кошельке, вам необходим будет чертеж, да. Чертеж этот вы сможете найти, сами найти, так же, как вы собираете объекты, вы можете найти этот чертеж. Если не удалось вам найти этот чертеж, вы можете часть собранных вами, например, ресурсов обменять с другим игроком на чертеж, да? Например, если он собрал два чертежа. Обладая этим чертежом и обладая теми ресурсами, которые у вас есть, вы смотрите по чертежу, ага, чтобы мне собрать такой-то, такой-то дрон или еще какой-то объект, мне нужны такие-то, такие-то ресурсы. Смотрите, какие ресурсы у вас есть, каких нету, да. Опять же, если у вас ресурсы повторяются, вы можете обменять ваши повторяющиеся ресурсы на те ресурсы, которых вам не хватает. Если этого у вас нет, то вы можете докупить на маркетплейсе, там, еще раз повторюсь, за копеечки не хватающие, не достающие ресурсы, да. Далее, вы изготовили какой-то объект, у вас хватило ресурсов, вы изготовили какой-то объект. Этот объект вы можете использовать сами, это может быть дрон, это может быть какой-то сильный сканер там на 50, на 100 метров, это может быть какой-то магнит, это может быть какой-то NFT.
либо сами вы его используете для того, чтобы продвигаться, да, в экосистеме, либо вы же знаете, что есть игроки, которые там не хотят, например, собирать там какие-то важные для прогресса объекты, им лучше их купить там за 5, 6, 10 евро, да. Вот таким образом формируется здесь прибыль. То есть сценарии позволяют нам в этой игре, да, собирать ресурсы, собирать карты, собирать, у нас будут специальные шахты, у нас будут специальные различные NFT, у нас будут специальные бонусные карты, то есть, которые можно будет реализовать в реальном мире. То есть вы можете найти, например, я нашел рекламодателя, да, кофейня, и мы с ним договорились так, что да, я делаю тебе рекламу твоей кофейни, да, но вот этот купон, который я размещаю для тебя в игре, да, если предъявитель этого купона появится в твоем кафе, то ты, пожалуйста, сделай ему скидку в 30, 40, либо 50%, да. То есть здесь как раз тот мир, где реальное пересекается с дополненной реальностью, да. Таким вот в этом есть и интерес, да. И поверьте мне, будут игроки, которые и прокачают свой аватар, и еще продадут на маркетплейсе нужные кому-то, да. Вот представьте себе, у нас возможно под водой собирать объекты, да, то есть это указано, это есть уже в аватарке, да, кому-то это нужно, кто-то там, я не знаю, этим будет заниматься. Значит, кому-то нужно будет такой сканер, который работает не на 25 метров, а на 50, да. То есть, если, понимаете, если этот объект будет приносить для прокачки аватара, для продвижения по лестнице некие плюсы, то всегда будут люди, которые будут заинтересованы в том, чтобы этот объект себе приобрести. То есть, я думаю, я ответил на ваш вопрос, да. То, что касается мастеров игры, да, вот мастер игры, понимаете, как игрок вы из ресурсов делаете объект, а потом продаете. А мастер игры, он сразу продает ресурсы. В этом фишка. Да, поэтому я советую всем становиться мастерами игры. Да. Ладно, если не потянете там какой-то стартовый капитал, но мастер игры, любой из вас потянет там арендовать территорию, да, на подарочные монеты, которые вам дают, разместить там объекты, уже делать первую прибыль, и с этой прибыли значит, покупать уже свою землю. То есть, поверьте мне, здесь, если немножечко включить голову, здесь реально можно хорошо заработать. Давайте, коллеги, дальше, что у нас? Так, а почему я не слышу? Хельмут, вы меня слышите? Да, Влад, слышу. Ага, вот я слышу все. Вопросов нет пока. Вопросов нету. Хорошо, тогда, Валдас, я сейчас сразу звоню вам, да, после вебинара. Потом ребята отсюда с Германии и будем работать, коллеги. Будем дальше работать. Попробую нарезать эту презентацию. Если она вам понравится, если все в порядке, значит, пожалуйста, пользуйтесь. На этом я с вами прощаюсь. Всем хорошего дня. Значит, ребята, нужно начинать работать. Давайте начинать работать. Я еще, наверное, пару слов скажу. Это уже не для записи, я вырежу. Посмотрите, как быстро разбираются дроновые фабрики, да, фабрики дронов. Быстро разбираются. Уже, значит, первые там 2, 3 или 4 тысячи уже раскуплены. Я хочу, чтобы ну, с моей структуры обязательно ребята рассмотрели эти варианты, да. Я считаю, что это нужно. Пусть немного, но по чуть-чуть это недорого стоит, да. Значит, я думаю, что это вам пригодится. Обратите внимание на все новости, которые выходят, на все те новинки, которые предлагает компания. Пользуйтесь, используйте эти новинки. На этом я с вами прощаюсь.